Это продолжение серии видео об отношениях и не только. Ссылки на предыдущие видео этой серии есть в описании. Быть мостом между физическим и духовным, между проявленным миром и непроявленным, эта функция принадлежит женщинам по праву рождения и потому дается им более естественно, чем мужчинам. И сегодня основная задача женщин – преобразовать болевое тело, чтобы оно больше не вставало между ними и их истинным «я», их истинной сутью. Конечно, у вас есть и второе препятствие на пути к просветлению – это постоянный поток мыслей. С ним тоже придется разобраться. Но работая с болевым телом, вы разовьете активное присутствие, и оно освободит вас также и от отождествления себя с умом. Вы не сможете освободиться от боли, пока строите на ней свое самоопределение. Вы всегда бессознательно будете противиться любой попытке исцелить свою эмоциональную боль, пока от нее зависит какая-то часть вашего самоощущения. Так как боль стала частью вас, вы будете сами себе мешать сохранить свою целостность. Единственный способ преодолеть этот бессознательный процесс – сделать его осознанным. Конечно, это может быть шоком для вас – понять, что вы привязаны или были привязаны к своей боли. Но вы избавитесь от нее, как только эту привязанность осознаете. Жизненная энергия, которая перестала течь, попала в ловушку – это и есть болевое тело. Оно возникло в результате каких-то событий, случившихся в прошлом. Болевое тело и есть прошлое, живущее у вас внутри. Вы отождествляете себя с прошлым, когда отождествляете себя со своим болевым телом. Если вы верите, что какие-то люди и то, как они поступили с вами, ответственны за то, кто вы есть сегодня, за вашу эмоциональную боль или неспособность быть собой, значит, вы считаете себя жертвой. И значит, вы верите, что прошлое сильнее настоящего. Но именно в настоящем моменте заключена единственная сила, которая вообще существует в мире. Это сила вашего присутствия. Никакое прошлое не может устоять перед силой настоящего. Когда вы это узнаете, то поймете, что только вы и никто другой ответственны за свое теперешнее внутреннее пространство. Итак, избавиться от болевого тела мешает вам отождествление со своей болью. Если вы уже достаточно осознанны, то не считайте себя жертвой на индивидуальном уровне. Но на уровне коллективном, на уровне того, что мужчины сделали с женщинами, скорее всего, вы еще продолжаете считать себя жертвой. Конечно, коллективное женское болевое тело возникло вследствие подавления женского начала на всей планете в течение многих веков и во многом вследствие насилия мужчин над женщинами. Но если вы продолжаете строить на этом свое самоощущение, то остаетесь в тюрьме коллективного сознания, которая идентифицирует себя с жертвой. Вы закрываете себе доступ к своей сути и истинной силе и остаетесь в рабстве у прошлого, когда злитесь, обижаетесь, осуждаете, то есть держитесь за свое болевое тело. Чем сильнее ваше эго, тем дальше вы от своей истинной природы.
а эго укрепляется от чувства обособленности, которое возникает, когда женщины отгораживаются от мужчин. Поэтому нужно преобразовать свое болевое тело в сознание. Обычно период перед и во время менструации – это время неосознанности для многих женщин. В это время над вами властвует женское коллективное болевое тело. Но когда вы достигли определенного уровня осознанности, вы можете воспользоваться этим временем, чтобы становиться еще осознаннее. Будьте очень внимательны к своему телу. Еще до того, как вы почувствуете первые признаки так называемого предменструального синдрома, что на самом деле является пробуждением коллективного женского болевого тела. Нужно быть достаточно бдительным, чтобы заметить первый признак ПМС до того, как он возьмет над вами верх. Будь это гнев, раздражение или физический симптом, начните сосредоточенно и беспристрастно наблюдать за ним до того, как он захватит контроль над вашим мышлением или поведением. И будьте тем, кто знает. Ощущайте свое осознанное присутствие и его силу. Под вашим внимательным наблюдением любая эмоция быстро угаснет и будет преобразована в сознание. Физический симптом, вероятно, потребует более длительного наблюдения, но ваше внимание сразу не даст ему превратиться в мысль или эмоцию. Не теряйте бдительность и далее. Также пресекайте следующие проявления болевого тела. Вы можете почувствовать турбулентность в своем внутреннем пространстве. Сохраняйте присутствие, что бы ни происходило. Наблюдайте. Будьте той, кто знает. Нельзя позволять болевому телу захватывать контроль над вашим мышлением. Наблюдайте за ним. Полное внимание означает полное принятие. И ваше болевое тело превратится в сияющее сознание, так же, как полено в костре само превращается в пламя. Менструация станет священным временем преображения, временем, когда вы произведете на свет новое сознание, а не только естественным выражением вашей женской природы. В это время ваша истинная природа сияет особенно ярко, как в женском аспекте богини, так и в трансцендентальном аспекте божественного бытия, которое выходит за рамки деления на мужское и женское.